Приветствую! На прошлом занятии мы узнали, что Wacom использует левую и правую клавишу мыши для создания объектов, для рисования объектов, кому как удобно. Разберем более подробно вот эти инструменты, которые находятся слева на панели. Но перед этим, возможно, вы заметили, если смотрели первое видео, что интерфейс изменен. Настроить панели, как у меня, допустим, можно следующим образом. В пустом месте на панели инструментов сверху найти пустое место, здесь, кликнуть правой кнопкой мыши и отметить нужный инструмент галочкой в чекбоксе. Вот, например, отметим Blink, и вот у меня исчезли инструменты Blink. Это стразы по-русски. Отмечаем снова, вот он появился. Еще одно отступление. У меня сейчас англоязычная версия программы. Если вам по каким-то причинам нравится работать в англоязычной версии, то можно переключиться. Для этого нужно закрыть Wacom. Мы здесь ничего не делали, поэтому не сохраняем. Далее, меню пуск. В самом низу найти Wacom Embroidery Studio E4.2. И здесь у нас есть две кнопочки. Switch to English и переход на русский. Нам нужен сейчас в данном случае русский, переход на русский. Выбираем эту кнопочку. Нам программа оповещает, что complete. Успешно все. Нажимаем ОК и запускаем Wacom. Wacom загружен, и теперь, как вы можете видеть, меню на русском языке, все стало у нас на русском языке. Итак, повторюсь. Чтобы изменить отображение вот этих панелей, инструментов, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на свободном пространстве на панели инструментов. И здесь выбрать, допустим, вот блестку. Я убрал блестку. Пайетки. Здесь вышивание графики. Вот здесь слева отключилась у нас панель вышивания графики. Таким образом, можете включать и отключать отображение панелей. Если, допустим, вы не собираетесь использовать блестку, пайетку, допустим, машина у вас не вышивает, значит, можете блестку отключить. Если не планируете использовать стразы, вот здесь также можете отключить стразы. Если не планируете использовать тамбурный стежок, отключаете синели. И вот уже сколько отключилось, можете распределить панели, как вам удобно. Но вернемся к разработке дизайна. Разработка дизайна обычно начинается с эскиза. Это может быть фото, либо рисунок. Сами вы нарисовали, отсканировали, либо сфотографировали на телефон, либо картинка с интернета. Как бы там ни было, обычно есть эскиз. Вот с эскиза и начинается. Нужно вставить картинку в рабочую область Wacom. Можно воспользоваться меню, графика, импорт графики, выбрать папку, где находится у вас, либо воспользоваться вот этой кнопкой импорт графики, также найти папку, где находится у вас картинка, нажать открыть. Я поступаю иначе. Я открываю папку, где у меня хранится картинка, и простым перетаскиванием в окно программы перетаскиваю картинку. Вот картинка у нас вставилась. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно обрезать лишние, вот эти вот по бокам, лишние детали, они нам абсолютно ни к чему. Для этого в боковом меню выбираем вот здесь такой карандашик с такой черной треугольной кнопочкой. Если немного подержать, эта кнопочка, так сказать, этот список раскроется. Здесь нам нужно выбрать вот такой произвольная форма. Теперь просто обводим квадрат. Все, что попадет за этот прямоугольник, это удалится. Все, что останется внутри прямоугольника, это будет сохранено. И обводим вот такой вот произвольной формы вокруг этого элемента, который хотим обрабатывать. Ставим точку, нажимаем Enter
вот у нас обрезалось. Но полностью обрезка еще не завершилась. Для этого нам нужно снова нажать на этот треугольничек, выбрать здесь вот это «Завершить обрезку». После этого обрезка завершилась. Далее нам нужно выставить размеры. Допустим, вот этого котика нам нужно сделать высотой 15 сантиметров. Берем инструмент. Ну, сейчас у нас объект выделен. Если вдруг он не выделен, берем инструмент вот этот «Выбор объекта», кликаем на объект. Вот теперь у нас объект выделен. То, что объект выделен, нам показывает вот эти черные маркеры. 8 маркеров, 3 снизу, 3 сверху и 2 по бокам. Размеры, точные размеры отображаются вот здесь сверху, ширина, высота. Да. Все размеры здесь указываются в миллиметрах. Если по какой-то причине вам нужно использовать не метрическую систему измерений, то вот здесь можете выбрать метрика либо США. Вот теперь у нас в дюймах отображение ширина, высота, все в дюймах. Но у нас метрическая система, поэтому выбираем метрика и выставляем высоту, допустим, 150 миллиметров. Разберем более подробно вот эту панель. Ширина, высота, ну это сами за себя говорят названия. Это ширина объекта, это высота объекта. Здесь отображается в процентном соотношении. Вот при 265 миллиметров это 100%. Вот этот замочек отвечает за пропорциональность, соблюдать пропорции. Если он вот таким образом открыт, значит размеры будут меняться непропорционально. Чтобы размеры менялись пропорционально, всегда следите за вот этим замочком. И, допустим, я теперь меняю только высоту, прописываю здесь 150 миллиметров, ширина у меня сама пересчитывается, и вот нам сразу в процентах показывает, насколько мы уменьшили. Нажимаем Enter, объект уменьшился. Разберем более подробно вот этот инструмент «Выбор объекта». Если мы выбрали этот инструмент и кликнули один раз на объект, то появляются вот такие черные маркеры по углам и сбоку. Что это за маркер? Если потянуть за угловой маркер, у нас будет меняться пропорционально объект. И ширина, и высота. Если потянуть только за средний маркер, мы можем изменить только высоту. Ширина остается такой же, непропорционально. Также, если потянуть за боковые, мы можем менять только ширину, высота остается такая же. Нам все это не нужно. Отменить последние действия, отвечает за это вот эти кнопочки. Нажимаем столько раз, сколько мы сделали движений. Вот. Чтобы покрутить объект вокруг своей оси, нужно еще раз кликнуть на объект. Теперь маркеры у нас поменялись, стали такими прозрачными, а здесь у нас появились такие ромбики. Если навести на угловой прозрачный маркер, то у нас вид стрелки изменится на вот такой вот. И можно крутить. Даже зажимаем левую кнопку мыши и, не отпуская, делаем вращение. Вот вокруг вот этой оси у нас вращается объект. Чтобы поменять ось вращения, можем зацепить. Подводим курсор к вот этому кружочку, и у нас меняется вид. Вытягиваем, скажем, вот в этот угол, и теперь у нас относительно этого угла будет вращаться наш объект. Если потянуть за вот эти вот ромбики, то будет вот таким образом искажаться. Вот. Но нам это тоже не нужно. Делаем отмены несколько раз. Чтобы переместить, просто цепляем мышью и перемещаем. Здесь есть позиция по координатной сетке. Если здесь будет позиция 0, здесь позиция 0, то у нас ровно в центре нашего поля будет находиться наш объект. Мне удобнее всегда работать, чтобы мой объект был в центре поля. Если колесико мыши крутить колесико мыши, у нас вот производится зум, уменьшение, увеличение. Вот.
Вот наш объект такой маленький стал. Вот это все наше поле вышивки. И мне удобнее, когда мои объекты находятся всегда в центре. Я всегда знаю, где у меня находятся объекты. Если я поработал, сохранил, закрыл, в следующий раз открываю, я всегда знаю, где. Я знаю некоторых людей, которые работают как-то без разницы, где будет объект. Он может быть вот в этом углу, может быть вот в этом углу. Я советую работать всегда, чтобы в центре было. Колесико мыши у нас вращение отвечает за зум. Еще, если я нажму на клавиатуре цифру 0, программа мне отобразит все, что есть на моем рабочем поле. Если нажать цифру 1, отобразит размер 1 к 1. Вот как вы видите, калибровку монитора мы делали. Вот, в реальном 1 к 1 это значит, вот как вы видите на мониторе этот объект, также он будет выглядеть вышитый на изделии. Сделали все замеры, обрезали все лишнее, выставили наш объект по центру. Теперь нам нужно его заблокировать, чтобы случайно его не передвинуть, либо не изменить размер. Для этого у нас есть вот такая кнопочка «Блокировать». Либо нажать клавишу K на клавиатуре. Еще одно отступление. Все клавиатурные сокращения, если я буду говорить, допустим, клавишу с буквой К нажать, это значит английская буква К. Не русская, а именно английская. Либо нажать вот этот замочек. Все, теперь у нас объект заблокирован, мы ничего с ним сделать не можем. Теперь разберем подробнее инструменты рисования. Если взять любой объект, вот, допустим, вот этот хвост, то его можно разделить на два контура. Скажем, нижний контур, верхний контур. Обводится по контуру. Вот, чтобы обвести вот этот хвост, у нас есть вот 1, 2, 3, 4 инструмента есть. То есть, если у нас это должен быть сатин. Еще один момент. Многие новички пытаются сделать, допустим, вот этого котика одним объектом. Вот, начать его рисовать и вот не останавливаясь, обвести все. Это неправильно. Условно разделите на несколько объектов. Хвост отдельно, эту лапу отдельно, голову, эти 2 лапы, тело отдельно. Также здесь когти отдельно, пальцы отдельно. К чему это я говорю? Многие новички пытаются все это одним таким куском, одним объектом создать, и ничего красивого не получается, в общем. А мы же хотим делать все красиво, качественно. Начнем с хвоста. Чтобы его создать, нам нужен либо вот этот инструмент колонка А, либо колонка Б, либо комплексное заполнение, либо комплексное с поворотом. Сейчас мы каждый из этих инструментов более подробно разберем. Любой объект можно условно разделить на 2 контура. Вот. Нижний контур, верхний контур. Ширина вот этого хвоста позволяет сделать это сатином. Как узнать ширину? На клавиатуре нажать клавишу М. Появляется у нас вот такая линеечка. И вот кликнув, скажем, на нижнем контуре, я тяну. И не кликая, вторую точку не ставлю, просто смотрю, сколько у меня 4,38 мм. Достаточно. Нажимаем Escape на клавиатуре. Еще раз Escape. Теперь есть инструмент у нас колонка А. Как он работает? Объясняю. Ставлю первую точку и ставлю вторую точку как бы напротив. Я сразу делаю 2 контура. Сперва слева, потом справа. Слева, справа, слева, справа. Вот таким образом создается этим инструментом объект. Во-первых, я сразу вижу, какой ширины у меня будет стежок. 4,5 мм. Вот, поставил точку. Теперь
снова ставлю точку слева. Снова растягиваю на 4,5 примерно. Вот. И ставлю четвертую точку. Пятую точку. Здесь уже можно правой кнопкой мыши нажать, потому что у нас идет более плавное скругление идет. И напротив ставлю. Вот, еще один момент. У каждого стежка, ну как сказать, есть такой параметр, как угол. Под каким углом этот стежок лежит. Относительно x, y, относительно вот этой координатной сетки. И вот эта вот линия, она как раз отвечает за угол, под каким углом мы ставим стежок. Ставим, нажимаем правую кнопку мыши, правый. И вот таким образом мы формируем сразу левую, правую, верхнюю или нижний контур, как удобно. Сразу мы формируем контур с двух сторон. Получается аккуратно. Это если нам нужен валик неравномерной ширины, разной ширины, мы используем этот инструмент Input A. В английской версии называется Input A, в русской версии сейчас по-другому как-то стало называться. Сразу контролируйте, вот под каким углом будет лежать стежок. Равномерно распределяйте, чтобы стежок ложился равномерно. Но это мы тоже разберем. Покажу типичные ошибки новичков. Все это здесь я нажимаю правой кнопкой мыши, потому что у нас довольно плавный, круглый. И заканчиваю здесь левой кнопкой мыши, две точки ставим. Нажимаем Enter на клавиатуре, вот у нас создался такой объект. Чтобы отредактировать форму, у нас есть инструмент «Изменить форму объекта». Выбираем его, и вот у нас появились вот такие вот узловые точки, потянув за которые мы меняем форму. Вот за эти точки я меняю форму, а вот за вот эту палочку, что ли, как-то назвать, видите, наводим, пишет угол 27 градусов. Меняем угол. Если неправильно угол расположить, то вот получается новички в основном делают вот так вот. Вот так. Это некрасиво, это не эстетично. Нужно равномерно распределить вот таким образом. Меняем форму. Что еще мы можем изменить инструментом «Изменить форму»? Во-первых, точку входа, точку выхода. Откуда машина начнет вышивать этот объект и откуда закончит вышивать. Где, в каком месте закончит вышивать. Вышивки, помимо того, что создаются объекты, еще нужно контролировать начало и выход, начальную точку, конечную точку. За это отвечает вот этот ромбик. Вот он, зеленый ромбик и вот такой красный крестик. Вот этот крестик отвечает за то место, где машина закончит вышивать. А вот этот ромбик отвечает за то место, откуда машина начнет вышивать. Так как мы контролируем сами, мы выставляем, значит, показываем, машина начнет вышивать вот в этом месте, а закончит вышивать вот в этом месте. И машина вот постепенно, вот начиная отсюда, будет вышивать и закончит здесь. Это первый инструмент, которым можно набрать этот хвост. Уберем его в сторону. Также мы можем набрать инструментом колонка B. Input B по-английски, колонка B по-русски. Здесь по-другому это делается. Так как мы условно разделяли этот хвост на два контура, нижний и верхний, вот, значит, здесь мы сперва создаем нижний контур. Затем нажимаемся Enter, возвращаемся в исходную точку и создаем верхний контур.
Вот таким же образом. Ставим левой кнопкой мыши, левой, а дальше все правой кнопкой. Здесь мы формируем только нижний контур. Таким образом стараемся делать плавные, красивые линии. Здесь ставим левую кнопку мыши и нажимаю Enter и возвращаюсь на исходную точку, откуда я начал создавать нижний контур. Возвращаюсь туда и формирую уже верхний контур. Вот таким образом. Также плавно ставим точки, чтобы получались плавные, красивые линии. Вот таким образом. Заканчиваем. Ставим левой кнопкой мыши точку. Нажимаем Enter. И вот у нас получилось вот такое что-то непонятное. Почему так получилось? Здесь нам нужно просто выставить правильно угол, о котором я говорил. Вот у каждого стежка есть угол. Для этого нам нужен инструмент, который называется углы и наклоны стежков. Вот находится вот здесь. Либо нажать комбинацию клавиши Ctrl-H, что намного быстрее. Нажимаем Ctrl-H, и вот у нас активировался инструмент. И тоже не совсем понятно, если здесь нам еще понятно, как выставить угол стежков, то вот здесь вот что-то слилось в одно единое, непонятное. У Wacom есть несколько режимов отображения, которые вот включаются, отключаются вот здесь сверху. True View – это вот такой вид объемный, 3D, скажем. Просто стежки вот такими линиями будут отображаться, либо просто линии. За это отвечают тоже клавиши на клавиатуре быстрее нажать, скажем, S просто и T. Отключить картинку временно тоже можно, нажав вот эту клавишу. Вот эту кнопочку «Показать растры», либо клавишу D. Отключили картинку, отключили вид, вот этот True View, отключили показ стежков, остается только линии. Теперь нам понятно, что за форма. Выделяем объект, берем инструмент углы наклона стежков и выставляем здесь под таким углом, здесь так. Вот таким образом. Нажимаем Enter, снова нажимаем S, нажимаем T. И вот у нас такой вот хвостик получился. Рассмотрим еще два инструмента. Это комплексное заполнение и комплексное с поворотом. Уберем этот хвост в сторону. Еще, если зажать клавишу Ctrl на клавиатуре и крутить колесико мыши, мы будем передвигаться влево-вправо. Если зажать Alt на клавиатуре и крутить колесико мыши, будем двигаться вверх-вниз. Если просто крутить колесико мыши, будет зум in, зум out, увеличение, уменьшение. Вот. Удобно пользоваться клавиатурой, чем тянуться вот за вот эти вот слайдеры и двигать лево-право, вверх-вниз. Сдвинем в сторону этот хвост, возьмем инструмент выбор объекта, выделим, щелкнув на него один раз, и сдвинем его вправо. Чтобы он двигался ровно по линии, зажимаем Ctrl на клавиатуре и двигаем. Вот. Даже вот я пытаюсь вверх-вниз сдвинуть, двигая мышку, но объект не сдвигается. Вот таким образом ровно по линии можно двигать. Активируем инструмент комплексное заполнение. Этим инструментом нам нужно прям вот так вот вокруг, как мы бы рисовали, скажем, карандашом. Вот так вот обвести. Но не замыкать. Сейчас объясню, как это все. Ставим первую точку. И так как у нас здесь плавные линии, нажимаем правой кнопкой мыши. Все точки ставим правой кнопкой мыши. Если точка, которую мы поставили, нам не нравится, не туда поставили, нажимаем на клавиатуре Backspace.
точка удаляется. Выставляем, стараемся ровно по контуру, стараемся делать плавные линии. Новички почему-то ставят вот так вот. Часто ставят точки. Но чем меньше точек, вот отключу изображение, растровое изображение, вот видно то, что не очень-то плавные линии получаются. Убираем точки нажатием Backspace. Чем меньше точек, тем более плавная линия. Куда ставить курсор, чтобы получился тот изгиб, который мне нужен, это приходит с опытом. Это я не знаю, как объяснить. В общем, вот таким образом обводим. Вот, точку не понравилось, куда поставил, нажимаем Backspace. Один раз одну точку, один раз одну точку. Каждый раз это убирает одну точку. Таким вот образом. И получается, вот мы вокруг обвели, вокруг этого хвоста. Последнюю точку вот сюда я не замыкаю, не ставлю. Программа сама сделает замкнутый контур. Еще один момент сделаем назад. Обратите внимание на левый нижний угол. Там есть подсказка. Программа подсказывает, введите точку 26 на контуре 1. Это первый контур обводим, уже 25 точек поставили. Вот ставим 26-ю, и теперь предлагает поставить 27-ю. Это подсказка. Каждого инструмента там будет свои подсказки. И вот мы довели до этого места. Точку не замыкаем, не ставим. Нажимаем Enter. И теперь обратим внимание, здесь программа предлагает ввести первую точку на контуре 2. Это если бы мне нужно было внутри вот этого контура вырезать отверстие, я бы сейчас продолжил вводить. Но нам не нужно это. Нажимаем еще один раз Enter. Теперь программа просит введите точку входа. Отмечаем, что машина начнет вышивать вот в этом месте. Введите точку выхода, а закончит вышивать вот в этом месте. И вот введите точку угла. Вот с этим инструментом мы можем ввести только один угол. Вот одну точку угла. 90 градусов или 0, да любой, в общем, но только один раз. То есть вот таким образом я могу протянуть, и вот у меня получается все стежки лежат под одним углом. Если здесь мы ставили равномерно, угол распределяли, вот таким образом, то с этим инструментом мы можем только вот под одним углом. Везде у нас будет лежать под одним углом. И это инструмент комплексное заполнение. Он работает таким образом. Также уберем его в сторону. Есть еще инструмент комплексный с поворотом. Принцип работы тот же. Ставим точку, обводим по кругу. Все то же самое. Не понравилась точка Backspace. Плавные. Не понравилось. Вот почему-то вот в этом месте. Ну, в общем, также набираем. Ну, в общем, довели. Последнюю точку не ставим, не замыкаем. Нажимаю Enter. Программа просит, опять обратим внимание на левый нижний угол, введите точку 1 на контуре 2. Если бы мне нужно было здесь делать отверстие, мы бы продолжили. Так как не нужно, нажимаем еще раз Enter. Теперь введите точку входа. Также отмечаем. Точка входа будет здесь. Точка выхода будет здесь. А вот теперь введите точку первого угла. Мы начинаем отмечать, что здесь под таким углом будет. Введите точку угла еще раз. И мы можем много раз вот таким образом равномерно распределить. Нажимаем Enter. И отключим отображение растрового рисунка. Клавиша D на клавиатуре. Нажмем 0 на клавиатуре. Нам отобразит все, что у нас есть на рабочем поле. И вот вроде бы один и тот же объект, одна и та же фигура, но мы можем набрать вот этими 4 инструментами. Каким будет удобно вам работать, решать вам. И рассмотрим еще один инструмент. Это колонка C. Этот инструмент создает колонки, бордюры одинаковой ширины по всей длине. Теперь берем инструмент колонка C. И этот инструмент, ну, грубо говоря, это линия с различной шириной. Вот так скажем.
Здесь нужно по центру, стараться по центру попасть этого хвоста. Также левая и правая кнопка, в зависимости от того, какую точку нам надо поставить, мы ведем вот так вот контур, нажимаем Enter, нажимаем еще раз Enter, и вот у нас создался такой вот хвост, но он одинаковой ширины по всей длине. Эту ширину мы можем менять в параметрах объекта. Параметры объекта мы разберем в следующих видео. Сегодня мы их не коснемся. Вот, можно менять здесь. Но это одинаковой ширины. Отключим отображение растрового рисунка. Вот. Если мне нужно редактировать, беру вот этот изменить форму. И вот, потянув за вот эти узловые точки, я могу редактировать. Грубо говоря, это линия, это контур с регулируемой шириной или толщиной. Как-то так. Также могу поменять начальную точку. Начало-конец, в общем, можно менять. Вот такие инструменты. А на этом все. Увидимся в следующем видео.